Обслуживание кустов винограда на беседке. Это один из часто задаваемых вопросов. Вы иногда спрашиваете, а как мы обслуживаем беседку, как мы кладем лозы или побеги, потому что они растут как ежик, и куча разных вопросов. Постараемся коротко сегодня показать, например, зеленые операции. Коротко скажу, что некоторые приняли для себя такое решение, вот положили лозы на беседку, и все, как хочешь, так и расти. И получается загущенность, переплетаются, а потом осень, и смотришь на него, какой побег отрезать, какую лозу отрезать, какую оставить, и, можно сказать, какой-то хаос. Но это личное решение каждого виноградаря. Мы для себя приняли решение не оставлять вот такой букет. Я думаю, вам видно, посмотрите, они переплетаются. Мы раскладываем все побеги в одну линию, как забор, как штакет. Вопрос, какой плюс от того, что мы раскладываем их вот так вот по всей проволоке? Кстати, длина этой проволоки здесь 3 метра. Здесь у меня высота 2 метра. И получается где-то вот на верхней точке от земли 3 метра. Обслуживать здесь получается от земли удобно. Дальше мы берем или стремянку, или вспомогательные другие приспособления и обслуживаем нашу беседку. Теперь, какой плюс? Первое. Когда мы разложили ровненько, во-первых, эстетически это очень красиво. Во-вторых, хорошо обдуваются наши побеги. Если они обдуваются, если они не загущены, как вот сейчас, в данный момент, то меньше они будут болеть, меньше будет грибковых болячек. Солнце хорошо их освещает. Фотосинтез, листик хорошо, представьте, листики вот так вот смотрят на солнце, они не закрывают, вот видите, сейчас часть листика внизу, часть наверху, как-то вот и какой-то хаос. Третье, когда мы делаем профобработки, я прошел опрыскивателем снизу, обработал, они все на ладони, все побеги у меня, и потом оттуда сзади обошел и тоже разбрызгал, сверху положил препарат. Во всех случаях одни плюсы. Но с чего начать? За что взяться? За какой побег и как их обслужить и положить на проволоку? Давайте вместе подойдем сейчас к кусту и попробуем этот процесс сделать. Итак, посмотрите, вот оно, все загущено. С чего начать? Можно взять секатор и просто удалить усики, которые заплетают друг друга, прямо тянут. Вот посмотрите, сколько здесь усиков. Можно просто их вырезать. Кто-то так делает. Мы делаем чуть по-другому. Как мы делаем? Вот посмотрите, я беру один побег, крайний, пытаюсь его достать, насколько это возможно. Побеги сейчас очень хрупкие, зеленые, и постарайтесь не сломать. Вот я взял один побег. Видите, вот здесь у меня пасынок. Беру секатор или маленькие ножнички и удаляю пасынок. Положил вот сюда этот побег. Следующий побег, вот они, посмотрите, здесь перекрестие, да, друг на друга залезли. Надо их расправить. Вот так вот. Поднять наверх. Положить на проволоку. Кропотливая работа, трудоемкая, но поверьте, оно того стоит. Вот я расправил побеги и удаляю усики, удаляю пасынок. Вот, посмотрите, расправил. Идем дальше. Можно оттянуть немножко лозу вот сюда в сторону, чтобы у нас был фронт, где работать. Дальше. Вот здесь у меня есть пасынки. Удаляю пасынки, потому что они загущают, у основания особенно. Можно часть пасынков просто даже вырезать. Вот они, пасынки. Я их просто вырезаю. Теперь что мы делаем? Берем подвязочник, топинер и начинаем прихватывать наши побеги к проволоке. Я думаю, достаточно на этом участке вы все увидели, что мы делаем. Посмотрите. Смотрите, как здорово. Теперь я постараюсь быстро сделать эту всю операцию, и вы увидите, к чему мы придем.
И вот здесь вот пасынки. В принципе, пройдем, почистим все пасынки, и будет светло и хорошо всему кусту. Как видите, ничего сложного проводить зеленые операции, обслуживать беседку. Надеемся, информация была интересная и полезная для вас. Будем заканчивать наши съемки. Как обычно, хотим поблагодарить вас за то, что вы подписаны на наш канал. Спасибо вам огромное. Не подписаны? Подписывайтесь. И в конце хотим пожелать вам самого доброго, крепкого здоровья вам и вашим близким. Успехов!